Всем привет, меня зовут Луиза, и сегодня я хочу сделать расклад на тему его мысли, чувства ко мне на сегодня. Пожалуйста, пока я мешаю колоду, подумайте о человеке, на которого вы хотите посмотреть, как он выглядит, как он разговаривает, вообще его поведение, то есть чтобы вы четко его представили у себя в голове. Очень внимательно подумайте об этом. Поделитесь со мной энергией, и мы сейчас с вами будем начинать. Итак, сначала я буду смотреть самого человека, да? Тоже он такой вообще сам. Так, ну он такой... На данный момент он находится весь в работе. У него цель такая, как можно больше заработать денег, и он к этому очень стремится. То есть у него, он знает точно, что он хочет. Он хочет вот эти деньги, которые он заработает, пустить на благо своего дома, так скажем, да. То есть если вы женаты, то в семью, там что-то, он хотел бы что-то приобрести в дом. Вот, если не женаты, и вы смотрите на свободного человека, то он хочет что-то приобрести в дом. И здесь идет дальше колесница, но она повернута к нам спиной, как бы, то есть мы не видим человека. И нам обратная сторона колесницы показана. Это говорит о том, что уже идет движение вперед, то есть он уже что-то там себе запланировал. Останавливаться он не будет, потому что у него такой полным ходом уже идет процесс и работы, и вот он уже что-то там себе затеял, запланировал, он к этому стремится. Дальше. Сейчас у него такое, знаете, немножечко состояние, как обороны, что ли, да? Вот он весь такой сейчас настороже. Но это не сейчас, именно не сегодня, да, у него вот это состояние началось, оно у него довольно продолжительное время уже, и он любые какие-то попытки что-то ему сказать, доказать, если вы там с чем-то не согласны, бесполезно, потому что он все воспринимает в штыки, и он не хочет видеть помощи ниоткуда. То есть ни советов каких-то, если либо вы, либо кто-то ему делает, он их не будет к ним не будет прислушиваться, потому что вот он уже себе наметил цель, здесь туз мечей, и он знает, как он к этой цели придет, какими способами, какими средствами, он уже вовсю туда стремится, и даже если кто-то его там отгораживает, что-то хотят ему сказать, что подожди, не торопись, еще рано, там еще тебе надо подумать. Нет, он думать ни о чем не будет, он уже все, он уже себе в голове там сделал какие-то пометки и слушать никого не будет. И он сейчас из-за этого немножечко закрылся. В каком плане? Не воспринимает информацию ту, которая ему не нужна, с которой он не согласен. Так, что еще могу о нем сказать? Ну, по поводу здоровья, тут он немножко приболел. И в физическом плане у него, так, возможно, головные боли. Он такой, может быть, у него даже бессонница. То есть состояние такое не очень хорошее. В эмоциональном плане у него неудовлетворение во всем. Ему не нравится его общение с семьей, с друзьями, на работе. Он очень несчастлив. У него такая, знаете, апатия ко всему. Ну, уже даже, я бы сказала, что это как переходит в депрессию. Ему кажется, что все смотрят, никто ему ничем помочь не может, и только сидят и наблюдают, да? Как он будет с этим совсем справляться? В плане сердечном у него сначала был такой подъем, то есть любовь. Вот она была, туз кубков.
и вроде все у него должно быть хорошо. Но вот в эмоциональном плане он такой расстроенный немножечко. И все, ему кажется, что, ну, это вот касательно вас, да, что вы что-то не так сказали, вы его задели, бедненького, он такой весь прям грустный, ему так плохо, он такой несчастный, он столько работает, вы его не понимаете, и мама его не понимает, ни сестра, никто, все женщины плохие, то есть все такие бессовестные, всем только одно надо, деньги, работа и прочее, то есть о его здоровье никто не беспокоится, в общем, он грустит и несчастный совсем. Но это больше вот его эмоциональная сторона. То есть он может на вас обижаться. Что бы вы там ни сказали, он будет это все воспринимать в штыки. Ему будет казаться, что вот вы что-то ляпнули, вы его не любите, вы его не жалеете, и бесполезно вам что-то говорить. Вот у него такой сейчас, знаете, как капризный маленький ребенок. Я тоже умею обижаться, я бы так сказала. В отношении вас, да, что он думает? Ну, вы для него такая интересная очень женщина, да? Это вы его звезда, он за вами очень наблюдает, как вы себя ведете. Ну вот его постоянно что-то беспокоит, ему кажется, что вы что-то не договариваете, и он из-за этого очень сильно переживает. И поэтому он решил, что он будет сейчас заниматься только работой, только деньгами. В этом у него, пожалуйста, дорога открыта, здесь никаких проблем. То есть он весь ушел в работу, в такой творческий финансовый процесс, он не хочет ни на что отвлекаться. И еще по поводу финансов, да, сейчас я добавлю, здесь вот у меня я карту вытащила и забыла вам сказать. Здесь у него, вот это его поведение по поводу денег, да, исходит из того, что то, что он себе наметил, какие планы, у него, во-первых, есть поездка куда-то, то есть он это прям запланировал, и он к этому идет, то есть он собрался куда-то ехать. И сейчас у него такой период вот этой самой работы, либо это может быть какая-то командировка очень такая долгая, очень сложная, там сложные люди. Ему может быть некомфортно вообще в этой компании находиться. Он притирается к этим людям, и ему вот немножечко сложно. То есть в таком долгий период, то есть долгое время он с ними не может находиться, то есть ему сложно. Именно вот с этими людьми, с которыми он сейчас находится. Возможно, все-таки эта командировка есть. И сейчас вот то, что он себе, там, может быть, если это командировка, то по окончании командировки ему должны быть, ну, то есть у него должны быть какие-то деньги, да, оплата труда и прочее. И он переживает, что он не получит, ну, столько, сколько он себе там запланировал. Либо что-то сорвется, что-то случится, ему не доплатят, там, либо сорвется сделка, либо там что-то поменяются какие-то условия. Ну и вот он все-таки как-то вот думает об этом, чтобы это все не изменилось. Но вот здесь у него перемены уже и идут. Перемены к нему идут, причем получится так, что перемены будут в финансовом плане. Ну, тут тоже ничего не поделаешь, хочет он или не хочет, это все произойдет. И сейчас для него, конечно, лучший метод такой, это немножечко отойти от вот этих дел, очень много об этом не думать, потому что все-таки надо ему посидеть, поразмышлять, где он что сделал неправильно. Может быть, где-то он там не договорился с кем-то, либо наоборот, надо сейчас как раз-таки в этот период постараться, так сказать,
более подробно обсудить какие-то вопросы именно рабочие, да. И сейчас вот он ждет труды свои, то есть он ждет финансы. По поводу вас, да, что он думает и чувствует. Это вот мы так долго его разбирали. Значит, что он думает и чувствует. Он видит вас такой женщиной мягкой, ласковой. Вы можете быть водного знака зодиака, то есть рак, рыбы, скорпион. Либо вы такая мягкая сама по себе, да, по природе. Он вас видит такой хранительницей очага. Вы женщина, с которой можно советоваться, то есть ваши советы, ваши какие-то слова он воспринимает очень серьезно, то есть, чтобы вы не сказали, он прислушивается, обдумывает, правильно это или нет. Он очень взвешивает, и он видит, что вы такая, взвешиваете свои решения, то есть вы не бежите там, сломя голову, не сечете направо-налево мечом всех подряд, да? То есть вы очень так основательно относитесь к решению каких-то вопросов. И он знает, что вы ждете от него. Если он в командировке, то есть он знает, что вы его ждете, что он должен приехать, приедет и скажет такой: вот моя красавица, смотри, я такой молодец, у меня все так плодотворно получилось. Что еще он о вас думает? Ему очень сейчас сложно, так как он от вас далеко находится, ему сложно. Он переживает из-за этого, и он хочет к вам быть поближе. Вы очень его так привлекаете, и он, если вы были в ссоре, он переживает из-за этого, он хочет с вами помириться, он понимает, что вы были правы, что все, что вы ему там говорили, либо что-то вы делали там, он правоту вашу принимает. Он знает, что вы не просто так что-то сказали, либо сделали, что он сам виноват, потому что все-таки у него есть такая черта, что он такой прям мужчина-мужчина. Я сказал и все, то есть не принимает чужую точку зрения. Кстати, может быть, на этой почве, если вы в ссоре, вы и были в конфликте. То есть он знает, за что вы с ним в конфликте, да, что вам не нравится, что он может вот так вот где-то грубо ответить там или что-то, да, что он к вам чувствует. Чувствует он к вам. Вы знаете, что тут засомневался. Так как он сейчас не рядом с вами, он выжидает. Он ждет свои вот эти финансовые вопросы, когда решит, тогда он бы хотел к вам приехать. Но сейчас он пока даже не старается об этом не задумываться. У него сейчас здесь, знаете, такое вот переоценка, что ли, ваших отношений. Вот он чувствует, что вы как-то, что-то он вас не разглядел, надо приглядеться поближе. Он знает, что вы женщина такая достойная, да, внимания, что вы непростая, что вы любите, когда за вами ухаживают. Вы любите, не прям скажу, не скажу, и роскошь, как бы это вообще замечательно, но вообще вы любите комфорт, вы знаете цену деньгам, вы просто так не будете там что-то там пыль в глаза пускать и тратить деньги налево-направо. Вы такая женщина очень достойная. И у него сейчас переживания по этому поводу в том плане, что он боится, что, к сожалению, вот то, что он заработает, этого будет недостаточно. И он бы хотел еще больше бы заработать для вас. Вы очень для него соблазнительны. То есть он вас видит прям такую женщину-мечту, женщину ласковую, женщину, которая его понимает, женщину, с которой он бы рядом хотел находиться. Если вы познакомились недавно,
то у него вот такие мысли, что вот, да, наконец-то я нашел такого человека, с которым бы я хотел рядом быть. Вот, эта женщина, это мой идеал, и я бы хотел все для нее делать. Но из-за того, что вот у него тоже характер такой довольно сложный, он где-то резким словом может обидеть, сейчас он старается как-то к вам найти подход. Возможно, даже будет такое, что он будет отдаляться немножко от вас, потому что ему надо это все дело обдумать. Он хотел бы разобраться в себе, да? То есть он сам еще пока не понимает, почему вы его так притягиваете к себе. Что же у вас такого, что его прям так тянет, что он всегда хочет рядом с вами быть. Хотя вы иногда бываете с ним холодны, вы можете там тоже с ним так немножечко жестко разговаривать. Он с вами бы хотел помириться. Если вы далеко друг от друга, он бы очень хотел с вами встретиться, поговорить с вами. Ну и вообще он вас видит женщиной такой, знаете, как такой приз, что ли, который нужно завоевать. И вот чтобы завоевать, нужно все обдумать очень внимательно, посмотреть, что же где-то он там, может быть, он допустил ошибки. Так, что еще скажу? Ну, давайте посмотрим, что же еще мне вам про него сказать, про его чувства к вам, да? Давайте посмотрим еще. Так, что он еще к вам чувствует? Ну, вы такая прям императрица, дама, очень красивая. Вы притягиваете к себе взгляды чужих мужчин. Он об этом знает, он переживает. Он бы хотел примчаться побыстрее и всем заявить, что вот я рядом с этой женщиной, это моя женщина, я никому не отдам. Но он не знает, какой бы ключик к вам подобрать, как бы правильно себя преподнести, чтобы вы не подумали, что он, ну как сказать, на вас напирает, там что-то вам запрещает, что он такой там, ну не деспот, но он любит настаивать на своем. Ну и здесь идет встреча, но она, знаете, какая-то очень растянутая во времени, долгая. То есть это не месяц и не два, я бы даже сказала, это вот месяца 3-4. То есть если у вас и будет встреча, если он в командировке, либо в отъезде, то да. Если вы в ссоре, тоже. Это вот пока он там будет сидеть, это все обмозговывать, за вами наблюдать. Если вы в ссоре, он будет очень внимательно там за вами следить, смотреть, с кем же вы общаетесь, как вы общаетесь. Может быть, даже где-то вот там будет за вами смотреть вы в соцсетях. Общаетесь ли вы с мужчинами? Там? Как часто вы туда заходите, в свои соцсети, да? Если он женатый, а вы, ну, как бы познакомились с ним, он, как вам сказать, он жену свою оставлять ради вас не будет. То есть для него жена, она все же на первом месте. И сейчас, возможно, будет такой момент, что он перестанет с вами общаться, потому что он будет думать, а надо ли ему менять что-то в своей жизни, когда у него есть семья, возможно, даже что у этого человека есть дети, либо один ребенок. И если... Ну, тут, понимаете, здесь информации очень много. Также мне идет, что и человек может быть старше вас. То есть вы не ровесники. И вот если у кого-то мужчина старше, чем женщина, то здесь идут, знаете, какие мысли, что вот я ее старше, там у нас там такая-то разница в возрасте. А как же мне быть? Как мне себя вести?
Вот у нее свои интересы, у меня свои интересы. Как бы нам вот эти интересы стыковать, чтобы вместе находиться рядышком, потому что у него вот в этом такая вот загвоздка. Он не знает, как правильно общаться. Ну и вообще у него здесь идет, знаете, такой, после вот решения его вот этих вопросов, после решения его проблем и финансовых, он ждет, он прям, можно сказать, ждет, не дождется, когда же финансовые его проблемы решатся, да? Не за счет вас, а вообще, то есть он что-то сделал, либо вложился в какой-то проект, ждет результата. Если у него что-то проблем, ну, может быть, переменная работы, то он опять же ждет, когда он уйдет на другую работу, и как она у него там дальше пойдет, сможет ли он работать с этими людьми. Если у него там, ну, у кого-то может быть такое, что у человека меняется работа, то это не одно место работы он поменяет, он еще их несколько поменяет, 2-3 места работы. Вот. И в итоге, да, у него такой вот сейчас период, он будет изучать новое, он будет стремиться к чему-то лучшему, постарается и себя поменять в лучшую сторону, да, но это со взглядом назад, то есть он посидит, пороется, покопается там в своей голове, что-то он делал, может быть, не так, может быть, как-то надо что-то поменять, и вот исходя из этих своих соображений, он будет меняться, да, в худшую или в лучшую сторону, это уже можно потом посмотреть. А вообще у него наступит период, когда он просто вот войдет в жизнь, да, после каких-то своих событий, перемен, там, работа, здоровье, семья, новый этап начнется у него. Потому что сейчас у него все-таки такое, знаете, несколько отстраненное. Он не чувствует себя еще полностью, как сказать, на ногах, да. Ему кажется, что он еще что-то может сделать, еще что-то еще новое можно увидеть, узнать, поехать куда-то в новое место, познакомиться с новыми людьми. Он бы хотел, чтобы вы были рядом с ним, но сначала он сам должен для себя решить вот эти свои моменты. То есть вы для него, женщина, очень такая притягивающая к себе. Вы интересный собеседник, вы очень ласковая, вы домашняя, вы такая хозяйка, вы очень женственная в его глазах, да, он к вам тянется очень. Но его сейчас останавливает то, что он сам должен для себя решить, что же ему надо все-таки, да. Он должен выбрать линию поведения свою в отношении вас. И когда вот он все-таки наконец уже определится, кстати, этот период почему-то вот здесь по картам он очень долгий, то есть это не месяц даже и не 2. То есть это вот все так долго будет тянуться. И вот когда он все-таки решит для себя, что да, вот я буду действовать вот так и вот так, я вот для себя понял, что именно вот эта женщина, она такая вся замечательная, я хочу, чтобы она была рядом со мной, тогда он начнет действовать в вашу сторону. То есть он захочет быстренько, он все решит же тут же немедленно все свои дела, вопросы, и захочет с вами встретиться, либо к вам приехать. Если вы в ссоре, он захочет с вами помириться. Так, ну и что же вам делать, да? Надо ли вам вообще что-то делать? В принципе-то человек вам очень так прям... Он думает о вас постоянно. Так. Ну давайте. Совет карт. Как вам себя вести? Вам, ну так, вы можете, ну это в том случае, если он вам напишет, позвонит, то есть сделает шаг в вашу сторону, вы можете ему ответить, там, поинтересоваться его работой, его делами, не жалеть его, даже если он будет рассказывать, да, о своих проблемах, там, что у него там что-то не ладится, не жалеть, а посоветовать. Может что-то подсказать. Бывает такое, что люди сами просто не видят
решение. Да, оно на поверхности, а человек не видит. А вы здесь выступаете в такой роли стороннего наблюдателя. И если он будет вам рассказывать о своих проблемах, да, то вы можете ему посоветовать, подсказать, как поступить, что сказать. Потому что ваше мнение, оно для него очень ценно. Он вас очень так воспринимает, как человека, женщину знающую, женщину очень умную. И это очень хорошее качество, когда мужчина воспринимает в женщине не только внешность, да, а еще и ум. Вот. И, ну, вы знаете, здесь такой интересный вот момент. Вы не должны его подталкивать в свою сторону искусственно. То есть не должны там ему написывать, что вы там по нему прям так сильно соскучились и прочее. Здесь, если ваше поведение будет такое, что вы будете ему написывать, названивать, там говорить: ой, солнышко, дорогой, милый, я так по тебе соскучилась, как ты там, не болишь ли ты и прочее, он немножечко от вас отстранится. И он уже тогда будет думать, что я-то думала, она вот такая, а она нет, она вот все ко мне, и он будет от вас отдаляться. То есть ему нужна женщина равная, как партнер. Если вы будете именно советом, что-то делами какими-то ему помогать, да, подсказать где-то можно, тогда он к вам будет тянуться. То есть он помимо вот вашей женственности, он ее видит, он ее ценит. Он очень ценит ваш ум, ваш характер. Поэтому не надо раскисать и слишком сюсюкаться. Все-таки вот в данном случае мужчина ценит действие. Заботу, да, но не сюсюканье. Ему это не особо нравится. Он таких женщин, ну, как-то не воспринимает, что ли, он начинает от них отдаляться. Ему кажется, что это все неправда, что это все наиграно, и это все не настоящее. Вот. И вот он такой вот мужчина, материалист. Поэтому с ним нужно выбрать такую именно линию поведения. То есть немножечко будьте пожестче. Вот. Так что вот такой получился расклад у меня сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Если какие-то есть вопросы, пожалуйста, пишите. Мы будем с вами разбирать. Буду делать расклады по вашим желаниям. Всем желаю любви, счастья, добра. До скорых встреч. До следующего расклада.